Друзья, всем привет! Сегодня с Юрием собираемся к землянке на лодке. У нас куча вещей. Планируем и порыбачить, а я планирую побольше уделить время стройке. Смотри, сам укладывай как-то. Удочки, что самое главное. Что мы там есть будем? Есть-то нечего. Надо удочки брать с собой. Помидоры есть и грибы. Грибы, мухоморы. Вставай с моего места. Давай, заводи. Помчали. Что твой глаз подживает? Вроде зарастает шерстью. Можешь дальше лазить, где попало. Ух ты, ничего себе! Юр, я уже не помню, так заросло все. Мы с Карлосом сейчас выскочим на берег и пойдем встречать уже туда, к землянке. Там, где бревно, большое дерево, где упало в воду, с него будет, наверное, проще выгрузить вещи, причалить к дереву. Пойдем, Карлсончик, или ты поплывешь? Пошел. Ай, как же ж неудобно ходить тут по камням. Я сейчас проплыву, по-моему, вот там и дальше. Солнышко уже пригревает, стало тепло. А с утра прямо капюшон одел, на воде было прохладно. Было градусов 8. Сейчас уже совсем тепленько. Кстати, это то самое место, где мы с Юрой рыбачили. А он вернулся назад, думал, что мы уже его прошли. Ты где бегал? Иди скажи Юре, что он не в ту сторону пошел. Вон Юра возвращается. Ну вот мы и на месте. Хочу посмотреть, получится ли разгрузить лодку с этого дерева. Скорее всего, нет. Вода очень уж сильно упала. Не подойдет сюда лодка. Нет смысла заморачиваться. Нужно разуваться и переносить вещи к берегу. Странно, что-то Юра запропастился. Ты уже рыбу там ловишь? Да, я уже на разведку там ходил. Я, конечно, понимаю, ты соскучился по лодке, мотору. Сколько ждать можно? Здесь во дворе столько грибов, что и палатку негде поставить.
Ну что, Юру сильно эксплуатировать у меня совесть не позволяет. Но он поможет мне тем, что возьмет на себя все бытовые, хозяйственные моменты. Обустройство лагеря, добыча рыбы, приготовление. Вот. Ну а я буду потихоньку разбирать. И в итоге, надеюсь, успею разобрать все стены. И уже вдвоем мы попытаемся толкнуть ее, немножечко выровнять. Собственно, ради чего я все это затеял. Разборку каркаса. В смысле не каркаса, а стен. Чтобы подровнять каркас. Все, я побежал заниматься Давай, землянкой. бежи. Я сейчас установлю палатку, там расстелю и поеду на рыбалочку. Что-то словлю, потом приеду, что-то будем. Надо же покушать что-то. Еще не завтракали. Не завтракали. Сегодня раненько, рано, как утром холодно было. Сейчас вообще можно загорать. Да, я иду. Юра зашел немножко в шоке. Говорит, стен нету в землянке. А как тебе новая землянка? О, смотри, навес, там можно и ложиться и спать. Ну так я так и делал. Да? Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. С Юрой обсудили, он свои идеи высказал. Я рассказал, как я сам хочу попытаться ее выровнять. В общем, главное начать. А дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Они здесь везде грибы. Главное, чтобы ровно было. Да. Смотри, где место хорошее. Ну что, для начала нужно весь стройматериал, все вещи перенести в кладовку. Вот, в укрытие. И тогда уже можно будет разбирать стены. Карлос, ты пришел проверить? Как раз вовремя, смотри. Еще одну стенку освободил. Осталось только перекусить проволоку. И можно снимать бревна. Но сначала не мешало бы нам самим чего-нибудь перекусить. Что-то уж больно есть хочется. Уже время ближе к обеду, а мы еще не завтракали. Да, Карлсончик? Ку-ку, ты что, спать улегся? А, он уже на рыбалку, наверное, умотал. Точно. Я и не слышал, как лодка завелась. Точнее, мотор. Ясно. Не, Карлос, тогда перекус откладывается. Подождем, пока Юра вернется. Вот. Вот такие вот апартаменты получились. Кстати, вполне нормально использовать палатку для зимней рыбалки летом. Но в том случае, если она вот таких вот увеличенных габаритов. Она 2,5 на 2,5. Ну, в принципе, можно, конечно, и 2 на 2,
матрас полностью займет все пространство. А здесь еще полно места для сумок. В общем, удобно. Удобно, что очень быстро раскладывается. Единственное, что нет москитки. Если сильно жарко, не откроешь на проветривание, чтобы не было душно. А так очень даже замечательно. Да, грибов, конечно, огромное количество. Это ж я не подхожу к каждому. Их маленьких, молоденьких еще очень много. Но пока нет белых. Я думаю, что еще один дождик пройдет. Уже дело к осени. И появятся белые. Ну а мы с Карлосом тогда начнем разбирать стену. Вот здесь подозрительно сильно натянута проволока. Прямо врезалась в дерево. Все остальные более-менее прослабленные. А вообще лучше перекусить проволоку снаружи строения. Неизвестно, как оно себя поведет, когда отсоединятся бревна от каркаса. Может и поехать, даже завалиться. Все перекусил, как-то она подозрительно зашевелилась, затрещала. Земля посыпалась. Сейчас немного помогу. Я думаю, что они сами все повыпадают. Пена очень хорошо скрепила бревна. И стена ходит полностью монолитная вместе. И нужно вырезать, наверное, окошко, чтобы оно не разбилось. Вырезать пену. Подпорки упали, но вроде не завалилось. Хотя подозрительно потрескивает. Я понял, что тут потрескивает. Вот эта бревнышко, которая подпирала крышу предбанничка, выпало. И держится оно на проволочке сейчас. Когда я стоял на крыше, снимал грунт с нее, ощущалось, как она начала пошатываться. Потому что землю вокруг стен я уже убрал. И само строение начало потихонечку шевелиться. Но я сейчас попробовал руками немного толкнуть в ту сторону. Стоит мертво, вообще нет сил, чтобы сдвинуть ее с места. Заметил, как странно работает подпорка. Возможно, этот зазорчик образовался вследствие того, что на крыше было очень много земли, и этой массой прогнула балку, надавила этот столбик вниз, он вошел в землю немного. А когда землю я скинул с крыши, то балка разогнулась и появился зазор. Мне кажется, логичное объяснение. Случайно сбив одно поленце из кладки, я его поднял и заметил, что там образовывается муравейник из маленьких черненьких мурашек. И это мне совсем не нравится. Каким-то образом я их сюда или занес, или они сами облюбовали это место. Вот. Пока он не сильно большой, я снял дальше поленья.
там вроде их нет. Вот здесь под двумя бревнышками, наверное, стоит их вынести отсюда. Ну все, здесь уже муравьев не осталось. Я думаю, что я их занес вместе с глиной, когда набирал глину. Мог попасться небольшой муравейничек, потому что они все были именно в растворе в глине, а не в дереве. Много обрезков проволоки остается. Думаю, куда бы ее приспособить. Возможно, пригодится как-то связывать углы чурок. Правда, еще не знаю как. Кажется, Юра возвращается. Слышу звук мотора. Что-то он летел, а теперь крадется, чтобы его не заметили. Скорее всего, эхолот датчик опустил и смотрит глубины, и есть ли здесь рыбка. Наверное, не сильно клевал хищник. Быстро вернулся. Что-то ты быстро вернулся. Наверное, либо не клюет, либо уже некуда складывать. Не клюет нифига. И голова разболелась, я что-то не знаю, что такое. Карлоса заставить купаться можно только когда он думает, что мы уходим, без него уплываем. Пошли. А иначе он в воду не заходит никак. Давай, 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 догоняй, а то пешком пойдешь. Давай быстрее, быстрее, Карлос, залазь. Залазь скорей. Давай, давай, давай. Вот молодец, еще чуть-чуть. Уже почти. О, покупался. Шо, никак не берут тебя на борт? Не могу понять. Клапан этот постоянно подтекает. И как не чисти его, не знаю, что с ним делать. Может, заменить нужно. Вода набирается в лодку. Немного, но набирается. Юра, ну мы кушать сегодня будем. Да. Карлос, идем, передали тебе гостинчик. Своих конфеток любимых. Ну, сейчас будет хруст стоять на весь лес. Ну, блин, я ж так не удержусь. И тоже хлеба съем кусочек. Давай, давай. Картошка только в этом году неплохая. Помидоры не ахти. Ну, конечно, с новым поливом. А ты замерял, сколько киловатт потратил на полив и сколько можно было купить картошки? Ну что, перекусили. На ужин-то рыба у нас будет или нет? Ну, сейчас пойдем. Вот видишь, сварил кукурузы. По-русски? Сейчас еще сваришь. И будем Мгм. делать прикормку и будем пробовать. Закидывать сейчас буду делать прикормочку и попробуем закинуть дальний. Ну давай. А я Кормочек. буду следующую стенку разбирать. Как только перестает беспокоить спина, сразу забываешь про пояс. Осталось одно нижнее бревнышко, никак не могу его отсюда вырвать. Еще присыпано землей.
И не хватает сил даже приподнять. Неудачный рычаг попался. Сломался и вдоль, и поперек. Вот. Ну что ж, осталась одна стена и вот этот предбанничек. Сейчас нужно убрать все эти поленья и приступать к демонтажу. Только что я ходил на берег к Юре поинтересоваться, как обстоят дела с нашим ужином. Ну, Юра начал рассказывать, что клев плохой, погода меняется, возможно, будет дождь. Пока он это рассказывал, его удочка с таким сумасшедшим карповым паровозом начала отчаливать от берега. За самый краюшек, за самый комель удочки он еле схватил, успел ее схватить. Вот, но вытянул уже с вот таким с распрямленным крючком. Вот. Не знаю, кто это мог сделать, но скорее всего сазанчик или карпик, или очень большой лещ. Так что он там перевязал крючки на более серьезные и снова забросил. Но это я вот примерно, все своими глазами видел. Рыбка, поклевка сумасшедшая была, давно я такого не видел. Мышка свеженькая. Неужели Карлоса работа? Хотя сомневаюсь. Скорее несчастный случай. Бревнышко упало и прямо по голове. Я ее кремировал. Пойду посмотрю, как там клев. А заодно руки помою. Мало ли, чего она померла. Садок в воде — это хороший знак. Это примета, что может быть ужин. 5 сантиметров воды. Так и что ты хочешь сказать, что на том месте ты сможешь садок с берега забросить и ловить? Конечно. Там вот так вот до берега, вот так воды. Я почти подхожу до самой... Карлос, так это была твоя работа? Что ты там унюхал? Ну что, продолжаю разбирать.
бубух получился. Надеюсь, никто из мышек не пострадал. Юра, что ли, зовет? Пойду посмотрю. То он интересовался, что за шум, не привалило ли меня. Что, красончик, где был? Опять есть? Рано. Рано. Ты видишь, у меня снова лопата. Снова моя любименькая лопата. Без нее никак. Я сейчас предварительно сортирую бревнышки, которые более-менее хорошо сохранились. Отправляю на порезку. Буду делать из них чурки. А те, которые похуже, те на дрова. Ну вот, достаю дубовое бревнышко из земли. Вот оно простояло там 3-4 года в сырости. И относительно хорошо сохранилось. То есть можно вполне резать и продолжать его использовать. А вот в спешке я использовал и другие породы древесины. Ну, нисколько, ну и в спешке, и в связи с тем, что в округе уже пособирал все хотя бы более-менее ровные дубовые, кленовые, ну те, кто потверже породы. В общем, смысл попадались и липа. Вот липа сгнивает полностью. Если хоть чуть-чуть на нее где-то влага попадает, в труху превращается. И насекомые ее с удовольствием едят. Вот. А в дуб не каждое насекомое залезет. Твердый, неохота им свои зубы стачивать. Хотя липа, если вот какие-то бревна сохранились идеально, никто их не поел, если они не отсырели, то тоже, в общем-то, с ней все нормально. Если честно, я уже запыхался. Наверное, оставлю эту стенку на завтра. Ну или если каким-то чудесным образом после того, как поужинаю, мне захочется еще поработать, вот, то, может быть, включу лампочку. Но в этом я сильно сомневаюсь. Последую вашим предложениям питаться более правильно, побольше мяса, сала и так дальше. Думаю, если я хорошенько сейчас наемся мяса, то вечером, скорее всего, разберу всю эту стенку. Юра, как нам наш ужин? Я тут, видишь, пришел, буду готовить.
Что будем, картошечки поджарить? Как хочешь. У меня уже батарейка закончилась. Я не могу работать, мне надо подкрепляться. Еле хожу. Как улов-то. Клев. Как клев, как улов. Да, мелочевка. Мелочь. Я и снял, не стал уже прикормку переводить, так как Я понял. Ну, Ну, мелочь. завтра подойдет крупняк. может быть. А может быть мелкий отойдет. Что такое? А что у тебя красный нос, как у пьяницы? Ну, так я ж и так пьяница. Только не пью, правда, но. Загорел, наверное. Ну что, забрасываем картошечку сюда. И заскочала сразу. Мышка сзади тебя бегает. Я видел ее. Мышку видел. А ты специально так огонь уменьшил, да, чтобы доходила она? Ну да, зачем я туда? Я больше не подложил. Она доходит. Все. Перчик могу еще перчика понарезать. Нарежь, конечно. Да что ты, блин. Не поваляешь, не поешь. Только 100 грамм не хватает. Но тут собрались одни трезвенники и язвенники. Я Поэтому- уже выпил свои цистерны. Вот это стол. Как в ресторане, ты говоришь? Нарезка Нарезка. овощная. Надо было у острова взять перца. Ты ж любишь? Ну, в общем, да. И там Вкуснятина. Ребята, кто смотрит видео под бутербродик, приятного аппетита. приятного аппетита. А кто еще и 100 грамм наливает, тому тоже приятного аппетита. Юра, что ты там куховаришь? Кашу варю Кашу? на утро, да. Кушать надо что-то. Согласен, рыбы нету, будем кашу кушать. Правильно. Друзья, ну что, так можно жить. Тепленько, мягенько. Мухи и комары не кусают. Это не то, что на улице под деревом. Будем отдыхать. Увидимся завтра утром. Спокойной ночи. Пока-пока. Чего ты ругаешься? Добренькое утро. Вот это я поспал сегодня. Юра уже давно рыбачит. Ты что, по уткам стреляешь? По вещам, но нифига не попадает. Юра говорит, рыбалка слабенькая. В основном одна мелочевка клюет. Странно. Ночью матрас палатки спустил. Ну, не то чтобы полностью, но так хорошенько подспустил. И пришлось вставать, чтобы его подкачать. И, похоже, Юра так уже и не заснул до утра и пошел рыбачить. Ну, а я все-таки вырубился и хорошенечко еще так поспал. Но вот теперь у меня еще предстоит разобрать одну стену полностью. Еще немного покопать. Карлос уже начал работу. Вот. Ну и надеюсь, все-таки удастся попробовать подровнять, толкнуть ее с помощью рычага. Да, перед тем как снимать бревна, нужно полностью освободить эту стенку от рукомойника, печки.
от полочек. В общем, полностью ее убрать от всего. Сегодня у меня есть шуруповерт, так что дела пойдут быстрее. Особенно с вагонкой, которая прикручена на саморезы. Я подумал, зачем я тягаю бревна так далеко. В принципе, можно и поближе их оставить, все равно перерезать потом на чурки и использовать в работу. Печь нужно полностью разобрать, чтобы была возможность выровнять этот столб. Ну и заодно посмотреть, где же все-таки было возгорание. Скорее всего, в ней прогорело отверстие какое-то, что там где-то внизу, в глубине, в глине, этот столб все-таки загорался. И попортил мне немного нервишек ночью, когда я никак не мог его погасить. На улице было минус 20. Ну или что-то около того. В общем, не жарко явно. Вот. И среди ночи он начал дымиться. И я бегал к реке, там разбивал лед, чтобы набрать воды, как-то загасить. Заливал, а она продолжала, вроде как какое-то время переставала дымить. Печь я уже не топил. Я думал, продержусь так на саккумулированном тепле. И все равно она продолжала разгораться и дымить. Задыхался, голова болела. В общем, такая вот ночка была. Да, кладку из речных камушков тоже придется разобрать. Жаль, конечно, столько времени долгими зимними вечерами было потрачено. Ну ничего, сделаю еще лучше. Мышка в шоке. Разобрали ее домик. Вылезла там из камушков. И смотрит, что ж тут происходит, что за катаклизмы. Даже никуда не убегает, не знает, что ей делать. Думаю, что можно использовать эти камни для своего рода фундамента. Ну не фундамента, а скорее первый ряд кладки, чтобы поленца, чурки не контактировали с землей и не напитывались влагой, не гнили быстрее, чем надо. А точнее, вообще им не надо.
А еще очень интересную идею мне подкинули в комментариях. Просто замечательную, мне понравилось. Использовать бутылки. Мне сказали, что их можно использовать в качестве окошек дополнительного освещения света. Вот. Но я подумал, что их лучше использовать именно вот так на первый ряд. Так же самое на глину их закрепить и уже сверху ложить деревянные поленья. Вот. Осталась одна проблема: насобирать их в таком количестве. Я старался периодически, когда ухожу домой, забирать несколько бутылок. Если рыбы не ловил, рюкзак не тяжелый, то брал всякий мусор и уносил домой в мусорные баки. Вот. Но все равно постоянно встречаются. Стоит лишь немного изменить маршрут, и можно где-то найти какой-то мусор. И много прибивает волнами. Нерадивые рыбачки могут выпить и потом бросить в реку. К сожалению, так бывает часто. Вот я, кажется, уже вижу, где загорелось бревно. Ну, посмотрим, что там дальше в глубине. Скорее всего, возгорание было где-то здесь, потому что я слишком близко поставил печку к столбу. Но я разберу дальше, глубже, возможно, где-то еще ниже было возгорание, а сюда просто как бы самотягой приходил огонь. Наверное, это знак, что нашел провизию, спрятанную в печке, что пора уже и перекусить. А печка вот в каком состоянии, ведерко за 4-5 лет уже сгорела полностью. Я заметил, что каркас строения продолжает наклоняться, и даже увеличил скорость наклона после того, как упали эти распорки, и грунт от всех стен был отброшен. Теперь ничего не мешает ей потихоньку заваливаться. И вот, судя по двери, что она перестала совсем закрываться, значит, еще более сильно наклонилась землянка. Так что надо спешить, пока меня здесь не привалило, пытаться ее подровнять и усилить каркас. Посмотрите, как я раскопал. Столбик практически полностью сгорел снизу. Я теперь уже не знаю, было ли возгорание вот здесь, где тонкая стенка, или, может быть, внизу, где-то между кирпичами прогорел или раствор, или... Сложно мне даже предположить. Не знаю, если бы загорелось вверху, например, смог бы огонь идти вниз туда без воздуха. Либо он может только подниматься вверх. В общем, это сейчас уже не важно. Столбик под замену, потому что он практически полностью выгорел снизу. Если честно, мне уже здесь стремновато находиться под крышей, потому что буквально с каждой минутой все больше и больше наклоняется. Дверь пробовал закрывать, она еще меньше стала закрываться. Так что надо, наверное, ставить распорку, рычаг, пробовать толкать, выравнивать и фиксировать. Закрепил на угол деревяшку, чтобы бревно лежало. И теперь другую сторону нужно придумать, как бы так рычагом хорошенько на него надавить. Нужно сейчас будет его
подогнать в размер, отрезать. Что-то вкусненькое, наверное, будет. Ну что, вроде бы сил хватает без проблем, чтобы надавить, толкнуть. Главное как-то это все дело зафиксировать, чтобы назад не уходило. И после укосинами закрепить все столбы. Пока еще не придумал, как это сделать. Ну что, все готово. Сейчас подкрепимся. И чтобы были силы толкнуть землянку. Так что приятного аппетита после завтрака или обеда, уже обеда скорее. Приступим снова к работе. Ты знаешь, сегодня утром, мне кажется, тепло было. Вчера было 8 градусов всего, а сегодня, наверное, градусов около 20 было. Тепло очень. Ну и ночью не холодно было. Тут даже если ее Смотри, если даже ты ее толкать, то все равно надо подрывать с этой стороны, куда ты толкаешь, чтобы куда-то она шла. Ты же землю не попрешь. Что-то пока у нас не особо получается. Земля за годы уплотнилась, утрамбовалась внизу. Не, ну какие-то сантиметры двигаются, сантиметров может быть 10. Но нужно больше, намного больше. Такое впечатление, что столб может внизу прямо сломаться. Юра предлагает пробовать столбов много и по одному выкапывать столбик и смещать ямку, чтобы поставить его горизонтально. Я, конечно, сначала сильно противился этому способу, потому что трудоемко. Я помню, как эти ямки копались тяжело. Вот. Но похоже, что другого выхода и нет. Получится ее просто, мы сюда ее толкнем и все, она сюда уйдет. В смысле, как прогнать? Ну, двери уже не закрываются. Да, двери, да, ну это вообще, ты смотри, там она уже вот настолько уже ушла. Потому что, во-первых, земля. Это за ближайшее время, да. Да. Земля ушла, Земля распорки ушла, убрал. и ее сюда куда-то, и она вообще сюда валится. Она под своим весом валится сюда, сама валится сюда. А ты ее хочешь запихнуть сюда. Вот именно. Ты смотри, сколько здесь дерева, тебе нужно какой удар. И имея в виду, что там же внизу, как ты уже сказал, она может вот там поломаться, лопнуться. Не это, так вот это, не вот это, так вот там. И потом сломались. Это сломался. Чуть-чуть вроде пошел, И все, и он уже начал крутиться. а снизу-то что? А это гвоздь. Ты саморезы лихо выкручиваешь. А что их там выкручивать? Снутри обломалось. Все, есть. Да не поломай лопату, что ты Ломай. Ну что, так мне нравится строить реночурку. Очень хорошо продвигаются дела. А главное, не устаю совсем. Ну да. И голова перестала болеть, да? Ну, я же тебе говорил, стоит только покопать, и сразу голова перестает болеть. Так, пожалуй, я выйду отсюда. На всякий случай. Я вообще сейчас бы... А рыбу ловил. Лихие бы тягал. Главное вот,
Вот это и с этой стороны, как ты говоришь. Как ее надо хорошенько, вот, как минимум. Вот. Не, ну надо докопаться, посмотреть, сколько она там. Так а что, какая разница? А вообще, если б я тебе, скажу так, вот как я тебе говорил, вот сегодня мы приехали на лодке, мы бы могли взять бур бензиновый, 3 секунды и было бы 4 дырки. Зачем это все? Тогда уже можно было рядом где-то строить, блин. Где угодно. в Ну, любом. промышленное строительство открыли бы. Я же хотел, чтобы крышу оставить и как бы, ну, время сэкономить. Давай, давай, И копай. сил. Копай. Времени нету, зима на носу. Ехали. Сели. Теперь отсюда, подожди, ты ее выбиваешь сюда. Так, я убираю бревнышко, ты можешь Убирай. выйти. Сейчас покуда выйдем. Хотя подожди, ты ж делал, чтобы все было четко, сказал, Да, что там можно находиться. Конечно, конечно, Так что конечно. постоял бы, вот читал. Конечно. А ну-ка. Опа. Видишь, и ничего не упало. Да ты от души закопал. Думал, что не придется тебе выкапывать. Если бы Конечно, знал, я ты не- бы ее поставил сверху. Конечно, я не думал, что мне придется их выкапывать. Как говорится, опыт не пробьешь. Вон уже, смотри, камни какие-то полезли. Уже сланец пошел, ленинский. Слушай, За да. шахту мы заходим. Желтенькое, то золото может быть. Может быть золото. Может нам золото мыть надо. Они землянки строить. А мне, кстати, в комментариях предлагали, попробуй помыть золото. Оно, говорит, везде есть. Просто в разных количествах. Да, на то, если завалит, так Да, камеру жалко. камеру жалко. А ты хотел подвинуть, ты представляешь? Это Да тебе- двигать, оно то Куда двигалось. двигать-то? Куда надо? Ну ты бы поломал бы ее бы тут вот в корне, вот и все. Подожди. Трещит. Это надо убрать. Ну, я Видишь, говорю, как хорошо. Я тебе сразу сказал, что надо делать вот так. Просто если бы делали как я хотел, уже все, я бы уже начал эти. Уже бы она лежала на земле вся. Я бы уже кладку начал ложить. Так, еще? Ну, конечно, я же думал завалить даже ее в эту сторону. Ух ты, бляха, завалить еще хотел. Завалить землянку. Смотри, как прекрасно стоит. Да. Вот это да. Красота. А еще мне вот тот столбик не нравится. О, не, я пошел рыбу ловить. Идет по чуть-чуть идет. Все, мне кажется. Да, я думаю, что Отлично. как минимум ровно. А может даже и чуть-чуть, Чуть-чуть куда нам сюда. надо. Не, чуть-чуть сюда. Ну, в нужную Да, сторону. в нужную сторону. Все. Вот теперь. А это у тебя наверху стоит. Здесь она тут не закопана почти. Сразу эту закапывай хорошо, чтобы она никуда не сместится. Она уже никуда не сместится. Все. Она шаталась и до этого так же. Не, ну теперь она не упадет. Землянка Ну, теперь скорее не завалится. всего. Да.
Вот это единственное место, единственный угол, где глина влажная почему-то, сырая. Везде в остальных местах сухая. Интересно, хватит ли у меня сил приподнять всю крышу, чтобы одеть гвоздик на бревно. А вот и нет. Чуть-чуть пошевелилась, немного не хватило сил. Да, конечно, здесь такое количество бревен. Его кого-то тянет. Ого, плотвичка какая хорошая. Да, что? Тебе нужно будет приподнять крышу, а я подсуну вот это бревнышко на гвоздик. Видишь, гвоздик не влазит. Вот. Хотелось бы, чтобы он все-таки воткнулся, чтобы оно не так там свободно просто так было. Я попробовал, у меня не хватило сил так плечом поднять. Плечом поднять? Чё? Но я поэтому сделал вот такую вот приспособу. И рычагом мы просто одной рукой сейчас это все поднимем, а я просто подсуну. Опа. Что выпало. Ну ничего, все хорошо. Ну, на отверстие не попало, но я думаю, оно сядет как-то. Как-то сядет, да. Как-то сядет, это Ну я могу залезть, подпрыгать там. Опа, я попрыгал. Ну, тем более. Ну что, так Ну лучше, это да? ж Архимед. Нет, Архимед тут про штаны. Архимедовы штаны. А кто ж это сделал? Ньютон, по-моему, нет? Нет. Закон Ньютона. Или нет? О, то совсем другой закон Ну, Ньютона. нет, кто другой. Но я имею в виду, это Архимед же все это придумал, все это. Переверну землю, рычаг. Да. Может и Архимед, я уже не помню. Если честно, я когда-то в пионерском лагере за этот вопрос получил там какую-то награду или грамоту, что-то такое ответил. Ну, должен был бы знать. Да должен был, видишь, уже как-то прошло время пионеров, забыл как-то. Два угловых столбика мы уже переместили. Каркас стал более устойчивый и уже нет опасений, что крыша может сложиться. Теперь нужно подвинуть вот этот столбик, чтобы поставить коробку более-менее в уровне. Хочу я перевернуть, чтобы двери открывались. Так, они у меня открывались туда, теперь будут открываться вот сюда, на улицу. Нет у нас сейчас таких снегопадов, чтобы опасаться, что снаружи заметет. Тем более наверняка будет опять какой-то предбанничек. Вот. А этот третий столбик, он кроме того, что сгорел, сейчас я покажу поближе. Так вот, кроме того, что он сгорел, он на самом деле ничего не держит, кроме одного бревнышка потолочного. Я не знаю, о чем я думал, когда его сюда поставил. Здесь он вообще не нужен. Нужно выбить эти скобы и убрать его отсюда.
Хорошо, что так обошлось, а не когда я был внутри. Успел выскочить. Так, нужно как-то разбирать. Там мой рюкзак. А в нем документы, ключи и всякие нужные мне вещи. То бревно, на котором, казалось бы, вообще ничего не держится, стало триггером для вот такого вот разрушения полного, тотального. А, рюкзак вот. Достану его. В общем-то, без особых потерь. Ведерко и тазик поломались, к сожалению. Кирпичи даже целые остались. Ну как, они были и так половинками в основном. Но больше не поломались. И вещички удачно тоже здесь висят. Адреналин быстро прошел. Как бы ничего страшного не случилось. Пошло немного не по плану. Придется теперь заново все собирать. Но я думаю, это и к лучшему. Будет устойчивее и крепче. И будет понятие, что может вот такое вот произойти. На самом деле могло меня там придавить очень крепко. Как-то я каким-то шестым чувством задним, ну не совсем задним, на затылке или ухом услышал, что начало трещать. И прямо-таки выскочил быстренько оттуда. Пойду Юре расскажу. Там ветер на берегу. Он, небось, ничего и не услышал. Или подумал, что я там, как обычно, что-нибудь кидаю, бревна перетягиваю и так далее. Пойду расскажу. Так, ну, нужно будет как-то план действий создавать, продумывать. Юра, пойдем поможешь опять ненадолго. Пошли, пошли. Ой, ой. Чего не спрашиваешь, что нужно сделать? Что нужно сделать? Выкопать кого-нибудь? Да Не нет, завалить? снова крышу чуть-чуть приподнять. Сейчас приподнимем. Ну там надо чуть-чуть побольше приподнять. Ну, у тебя же вон ремень есть. Ну да, Ну и все. ну да, думаю, что отдам тебе ремень, все получится. Вот Так это я понимаю, Леша разобрал. Так что Земля. приподнимешь, я подставлю столбики. Да. Тут я могу приподнять. Вот такая вот фигня. Я еле выскочил. Я отбивал эти самые скобы вот с того горевшего бревнышка, которое оказалось, ну вообще ничего не держит. И вот оно все. Я, правда, выкопал вот этот, подвинул уже все. Классно, ровно. Только похвастался, что все стало надежно и крепко держаться. Вот, сейчас, говорю, старый этот сгоревший столбик выкопаю, вытяну отсюда. И все, можно будет распорочку и класть чурочки, будет красота. И слышу так, что-то потрескивает непонятно. Я выскочил пулей оттуда. Так, слушай, тебе надо, как его, премию выписать за разбор землянки, скоростной разбор землянки. Да если бы он был скоростной, я над этим да. все лето теперь- копался. Теперь тебе что остается? Теперь остается, Леш, очень простое. А очень простое это что? Значит, Порезать на дрова и домой забрать. порезать на чурки. Нет, все-таки, ну это нельзя на полдороги бросать, я думаю так. Зато теперь мы можем в следующий раз приехать, взять бур, буром пробурить дырки нормально, выставить их и связать. Но для этого нужно будет взять еще скобы, чтобы скобами вот этими металлическими их сбить. И сразу поставить откосные, чтобы А они что, никуда не бур заваливались. глину возьмет, это да? Да, конечно. А в те же ямки нет смысла? Можно и в те же ямки. Можно и в те же ямки. Или типа поглубже, чтобы устойчивее Да было? нет, ну поглубже не надо, она и так была устойчива, покуда ты не выпилил. Ту, которую не нужно было пилить. Не знаю, может это, пивка выпить. Пивка выпить. Можно пивка выпить. Ну, друзья. От нервного Погляньте, потрясения. Ну чем не землянка? Вот смотрите. Опа. О, Карлос тут уже место метит.
Как метит? Ну уже говорит, это мое уже. Всё. А, Что упало, то мое. пойдем, пойдем, как пойдем. Еще и камни тут такие большие. И вот так вот надо грузиться. Карлос, аккуратно, сейчас получится. Ну что, друзья, сегодня уже мысли в голову не лезут. Поразмыслю дома. В следующий раз в походе подумаю, что дальше делать. Поэтому на этом буду с вами прощаться. Всем здоровья, мира и добра. Пока, увидимся в следующих сериях. Семен Семенович. Вот это да. Ой, Что это было? Заснул, что ли? Вставай, мол. Карлос, ты чего? Теперь разулыбался, блин. Тут плакать надо, а я улыбаюсь. А что ты плакать? Надо радоваться, чтобы землянки не остался.